Всем привет, дорогие друзья! И сегодня, как обещал ранее, вторая часть, посвященная изготовлению мини-бара бочка, которую я буду делать из фанеры. И в сегодняшнем видео я постараюсь вам рассказать, показать доступным языком, как понимаю сам, как я сохраняю файлы формата CDR для дальнейшей обработки их в программе ArtCam. Кому данная тема интересна, усаживайтесь поудобнее и поехали. Итак, как вы помните, в первой части своего видео я рассказывал, как подготавливаю файлы, которые предназначены для лазерной резки, чтобы их можно было обрабатывать в дальнейшем на фрезерном станке или станке с ЧПУ. Вот я подготовил до конца все эти файлы, сделал. Вот, и сегодня мы будем их сохранять. Как я это делаю? Выбираем любой файл, который мы скомпоновали, нажимаем файл, сохранить как. Естественно, нам нужно задать имя данному файлу, но сначала я сохраняю их в формате DVD, автокадовский формат. Ну и давайте назовем лицевая часть. Ну, я назову так, вы можете назвать по-другому, так как вам будет удобно. Дальше, чтобы у нас вот это все сохранилось чисто, вот только вот эта вот часть, нужно поставить вот здесь вот галочку «Только выбранные». Ну и делаем «Сохранить». Вот такое окно открывается. Я в этом окне ничего не меняю, да, оставляю вот так, как есть. Можете посмотреть, если это интересно. И нажимаем «Ок». Все, данный файл у нас сохранен. В принципе, поступаем точно так же со всеми файлами. Я сейчас это все быстренько сделаю, чтобы не терять ваше драгоценное время, и потом начнем уже работать с вами в программе ArtCam. Ну вот, мы сохранили все основные элементы. Ну, вот этот вот элемент последний, который я сохранял, я его сохранял один раз, потому что они два одинаковых. В принципе, мы из одного сделаем его два раза, и получится нужное количество вот этих вот боковых планов, которые нам будут нужны. Так, что делаем дальше? Дальше мы переходим в программу ArtCam, в которой уже будем создавать управляющую программу для обработки и на самодельном станке с ЧПУ. Итак, здесь мы нажимаем «Файл», «Открыть», выбираем именно тот файл, который мы будем обрабатывать. Вот я выберу лицевая часть. И открываем. Здесь у нас, смотрите, сразу выскакивает размер новой модели. Ну, я всегда сверяю ее с тем файлом, который у нас в CorelDRAW. Если мы выберем вот эту лицевую часть, да, и вот в этом вот окошке посмотрим размеры 368 на 675 ширина и 761 658, то есть это изначальные размеры. Давайте их сверим. 761 658 высота и ширина 368 675. То есть все наши пропорции, которые у нас были в CorelDRAW, у нас сохранились и в программе ArtCam при переносе. Ну, это как бы для проверки. То бывает, у меня бывало то, что размеры сбивались. Нажимаем ОК. Вот то, что у нас получилось.
Что мы делаем дальше? Естественно, сначала нам нужно выпилить те детали, которые у нас находятся внутри заготовки, чтобы избежать того, если вот мы выпилим, например, вот эту всю деталь, и потом начнем вырезать вот эти вот кружки, то, что находится внутри, эта деталь у нас может играть. И, естественно, либо поломаем фрезу, либо не очень качественно у нас получится вырезать вот эти вот внутренние отверстия. Поэтому я всегда начинаю с выборки внутренних деталей. Как мы это делаем? То есть вот выбираем деталь, потом нажимаем клавишу Shift и начинаем выбирать все те участки, которые мы будем вырезать вот внутренние. Объединяем их как бы в один вектор. Далее создаем траекторию обработки по профилю. Что здесь? Вот у нас сразу тип профиля и векторная связь. Здесь вот обработка по профилю, но нужно выбрать не снаружи. Если мы выберем снаружи, то у нас фреза пойдет вот по внешней части, да? Нам это не нужно. То есть нам нужно здесь вот выбрать в этом окне внутри выбранные векторы. И поехали дальше. Глубина резания. Начальная глубина 0, конечная я ставлю, так как я буду использовать фанеру 8 мм. Ну, как вы знаете, наша фанера-то она 8, и 7, и 9, и чуть больше может быть, поэтому поставим чуть с запасом, там 8,2. Далее профильный инструмент. Так как я говорил, у меня будет фреза 1,5 мм. Вот у меня есть 1,2, но, к сожалению, у нее рабочая часть меньше толщины фанеры 8 мм, поэтому придется обрабатывать концевой 1,5. Все, выбираем данную фрезу. Направление резания, не знаю, давайте оставим попутное. Подвод, отвод, наклонное врезание выбираю, плавное врезание. То есть у нас фреза будет заглубляться не сразу там на заданное расстояние по Z, а будет заходить как бы в движение плавно. Мне это больше нравится. Ну и в принципе для моего станка это более такой щадящий режим работы. Последовательность резания не трогаем. Безопасность Z, это у нас насколько будет подниматься ось Z при переходе от одного объекта к другому над фанерой. 5 мм в принципе будет достаточно. Так, материал, как я сказал, 8 мм. 0 по заготовке сверху у нас будет. Выбираем. И траекторию, давайте назовем эту траекторию внутри. Делаем вычисление. Все, вычисление у нас произведено. Вот мы видим путь, как у нас будет входить фреза. Вот вы видите, да? То есть здесь у нас с заходом наши те места, которые мы делали. Так, далее. Что нам нужно сделать далее? Опять же таки, теперь мы создаем обработку по профилю, но уже самих заготовок. Выбрали их. Также выбираем одну, нажимаем Shift и выбираем все детали, которые у нас находятся на этой заготовке. Опять нажимаем траекторию обработки по профилю. Вот здесь также оставляем. Если мы здесь сделали внутри выбранный вектор, теперь делаем снаружи, чтобы у нас фреза шла по внешней стороне вот этих вот деталей. А здесь все остается в принципе. Единственная конечная глубину, как я говорил, 8,2 на всякий случай, чтобы у нас дорезало. Профильный инструмент остается тот же самый, концевая 1,5. Выбираем. Направление резания попутно оставляем. Подвод, отвод не нужен. Наклонное врезание плавно.
Ну вот, у меня вот настроен вот это плавное наклонное врезание вот таким образом. Максимальный угол 10, длина врезания 30 и максимальный 30, минимальный 25. Безопасное все остается, толщина материала такая же. Теперь имя снаружи. Делаем вычисление. Все, как мы видим, у нас полностью данная деталь обработана. Что у нас получилось? Вот у нас получилось две управляющие программы внутри и снаружи. Как мы знаем, мы их делаем одной и той же фрезой. Да? И я для удобства обычно вот такие вот программы объединяю в одну. Как это сделать? Вот есть такое вот окошко «Объединить траектории». Нажимаем. Вот, получается, на что здесь нужно обратить внимание. Вот если у нас стоит внутри и потом снаружи. Вот порядок объединения, как программа их объединит. Вот здесь выбрано списком. То есть, что это значит? Это, как у нас вот идет список, у вас может быть тут 3, 4, 5 программ, да? Вот если написано списком, то есть вот какая первая будет стоять, такая будет первая обрабатываться. И так далее будет идти спуск. Возможно, у вас там будет, там, не знаю, несколько каких там выборки могут быть. Не полностью насквозь, а на определенную глубину. И так далее и тому подобное. Вот, значит, вот этим списком это будет идти. Ну, если вы хотите что-то там переставить, там вверх-вниз, вот можно вот этими стрелочками мы выбираем, да, и этими стрелками там опустим вниз либо вверх. То есть, ну, мы сначала делаем внутреннюю обработку и потом обработку снаружи. То есть нас это все устраивает. Как здесь лучше задать имя вот этой траектории, чтобы в будущем не забыть? Ну, я обычно делаю как. Вот если мы посмотрим, у нас, помните, да, размеры заготовки 368 миллиметров на 761. Ну, давайте возьмем там 380 на 770. 380 на 775, вот так вот. Так, лицевая 380 на 775. Давайте вот так. И применить. Все. Заходим в траектории и смотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилась теперь одна программа, которая называется лицевая 380 на 775. То есть в эту программу у нас включена обработка внутренних и потом обработка по внешнему вектору. Вот. Ну, остается нам только сохранить данную траекторию, да? Вот. Имя данной траектории, ну, можете назвать так, как вам будет удобно, чтобы вы понимали. Вот. Сохраняем, выбираем то место, куда сохраняем имя, ну и делаем, что сохранить. Все. Естественно, нужно проделать все то же самое вот со всеми вот этими файлами, которые мы сохранили в формате DVG, и их нужно будет сделать управляющей программы WordCam. Ну, единственное, что еще могу сказать, что в начальном файле все вот эти вот планки, вот этот формат, они были, как бы написано, делать их из 6-миллиметровой фанеры, да. Вот, если мы вот посмотрим здесь вот эти вот расстояния, да, и замерим их. Вот давайте посмотрим. Так, параллельный размер. В общем, они вот 6 миллиметров. 6 миллиметров. Но я не хочу, чтобы у меня вот было вот такое вот
как вот вы видите, да, то есть фанеры насквозь и вот эти вот некрасиво, мне так не нравится, поэтому мы будем также делать вот эти вот планки из 8-миллиметровой фанеры. Вот, но вот этот вот выемку мы будем не насквозь резать, а делать выборку на глубину 6 миллиметров. И когда будем уже одевать эти планки на боковую, то у нас вот сверху все будет гладенько, чистенько и ничего не будет видно. Можно, конечно, там и 6-миллиметровой фанеры, и потом сверху там пустить какой-то шпагат, канат тонкий, приклеить его вот для отделки. Но я хочу попробовать вот именно сделать таким образом, не из 6-миллиметровой, а из 8-миллиметровой фанеры, и так, чтобы не было видно вот этих, максимально постараться сделать так, чтобы не было видно вот этих вот. То есть это все сделано для лазера. То есть лазер он не может делать выборку, прожигать насквозь, а мы на своих станках, станках ЧПУ можем сделать выборку и скрыть все вот эти вот ненужные для глаз дефекты, назовем их так. Ну, у меня на этом все. Дальнейшее, я думаю, сохранение не принесет никаких проблем. Сможете все это сделать. Кому понравилось видео, не забываем подписываться на мой канал. Нажимаем на колокольчик. Ждем следующего видео, в котором будем уже подготавливать фанеру, резать детали, ну и постепенно начинать сборку данного мини-бара. А у меня на этом все. Если понравилось видео, подписываемся, ставим лайк. Если не понравилось, палец вниз. Всем пока-пока. До новых встреч.